Здравствуйте, друзья! Вы на канале Алга Петербург, в студии Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, привет! Сразу приносим извинения за задержку, должны были появиться в пятницу, но так как выдались жаркие выходные, мы были на природе, а сегодня решили специально для вас выйти в эфир и обсудить самые интересные новости, которые произошли на этой неделе. Благо их было достаточно. Ничего себе, Саша, у тебя костюмчик-то на природе. А ты туда что, в деловом костюме поехал? Это ты про мою торжественную новость, которая Друзья, вышла. кто не видел и кто видел, напишите, как вам новый имидж Александра Карельского. Подсказка будет с видео в левом верхнем углу, ну и в описании тоже. Я расскажу. Дело в том, что повод выдался, Вань, торжественный, поэтому, так как у нас в Ване Экспресс новости выходит регулярно, то костюм всегда со мной находится. И вот по этому торжественному поводу я решил его надеть, потому что Димаш Кудайберген, его теперь официально можно считать магистром. Так давай с этой новости тогда и начнем. Да, давай тогда расскажу небольшую историю. Многие, наверное, знают, что в 2018 году Димаш закончил КАЗ-НОИ по классу эстрадно-джазовый вокал. И осенью того же года он поступил в магистратуру. И по последним данным, 18 июня 2020 года он успешно защитил свою диссертацию, и теперь его можно считать магистром. Ну, круто. В 25-26 лет, да? Уже магистр. И кажется, да, ты уже говорил о том, что ему предложили и доктором сразу, на докторскую степень поступить. Да, и у меня сразу, Вань, возник вопрос, много ли на нашей отечественной эстраде певцов, вокалистов, магистров? Надо, Саш, ты неправильный вопрос задаешь. Надо, наверное, спросить, а то слишком ты уж такой фильтр поставил, слишком серьезный, боюсь, что тяжело будет разобраться. Хорошо, Я думаю, что хорошо. много ли умеют читать, писать, надо с этого начать, а затем, если среднее образование... Вань, магистратуру хотя бы по классу исполнения песен под фонограмму. Ладно, хотя бы сколько классов закончено в школе? Об этом, разумеется, остается только догадываться, но, разумеется, приятно видеть в одном лице человека умного, образованного, интеллигентного, талантливого во всех направлениях. То есть это очень блестящий, достойный пример как раз для молодого поколения, которые смотрят на суперзвезд. А тут вдруг на горизонте совершенно другого масштаба величина, которая полностью в гармонии и успешен и на сцене, и в жизни, и еще и в голове. Очень много мудрых мыслей. Кстати, я хочу, знаешь, что здесь добавить. Ты говоришь про молодое поколение, и что им обязательно нужно смотреть на то, как Димаш Канатович свою жизнь выстраивает. Я тебе хочу сказать, что, насколько я помню, у нас в России, если ты поступаешь на доктора учиться или на кандидата, то там обязательно ты должен определенное количество часов проводить уроки, проводить занятия. Соответственно, если действительно Димаш пойдет повышать свою, получать какую-то определенную новую степень, то тогда есть шанс у студентов в Казахстане получить несколько занятий с Димашем. Я думаю, это будет для них счастливый шанс и незабываемое времяпрепровождение. Надо будет выяснить, да, где и куда нужно поступать, и вперед мы сейчас пойдем быстренько подадим документы. Еще успеем. И тогда сразу хочу поговорить о другой новости, которую, кстати, к слову, делал ты, с громким таким заголовком у Димаша и его сотрудничество с Америкой, с американским продюсером. Расскажи поподробнее, о чем там, собственно, речь. В общем, если коротко говорить, есть американское продюсерское агентство. Насколько я понял по их сайту, они как раз идеально подходят для Димаша, потому что они приветствуют фамильные, семейные ценности. И мне кажется, что неспроста было выбрано именно это агентство, потому что я предположу, что у них есть такой вариант свободного сотрудничества, когда ты не жесткий контракт имеешь, а когда ты можешь спросить совет.
Например, а что Ого. если пойти на вот это вот радио и там выступить? Или, например, где лучше организовать концерт? Вот если в таком режиме там идет сотрудничество, я думаю, что это идеальный вариант для Димаша. Потом еще у этого агентства есть много клиентов-спортсменов. И тут я предположил, что есть шанс у Димаша выступить на финале американского футбольного сезона. Только там футбол не такой, как у нас, где мяч круглый. Там почему-то они играют овальным мячом, ты представляешь? Еще кидают, врезаются все в таких защитах. Ну, пользуются популярностью, не знаю, ничего не могу сказать тут. И финал там считается самым большим событием, наверное, в году в мире спорта. Там выступает Дженнифер Лопес, Шакира, вот в прошлом году выступили, Леди Гага. Ну, там ежегодно какие-то суперзвезды приезжают. То есть ты считаешь, что песня «Олимпика» тоже там вполне отлично впишется? Я думаю, что любая песня, практически любая, там неплохо впишется. «Олимпика» идеально подходит, потому что она как раз написана для того, чтобы открывать, закрывать Олимпиады, и чтобы вот там есть спортивный подтекст. Поэтому я думаю, что «Олимпика» идеально подойдет. Но я уверен, что, наверное, не будет никаких проблем для Супербоула написать какой-то новый хит. Ой, нет, не надо, Игорь Крутой будет против. Так пускай предложит свою версию. Ладно, ну раз уж ты заговорил вообще про движение в сторону Америки, мы уже знаем, что на радиостанции в Нью-Мексико уже давно достаточно, ну, скажем так, в пределах месяца Димаш Кудайберген тоже стал появляться в ротации в радийной. И вот, да, мы получили сведения, что целых там двухчасовой эфир был посвящен как раз именно этому исполнителю. Да, и есть еще информация, про которую мы уже говорили, это то, что получается Нью-Мексико, да, на радио Нью-Мексико каждый день уже тоже, получается, ставят Димаш, ставят песни Димаша. Ну, и вообще, если говорить про такого рода тенденцию, то мы заметили в различных частях света действительно происходят мощные подвижки. Вот совсем недавно была новость и про Финляндию, и про финский фан-клуб, который поделился этой новостью о том, что в двух серьезных изданиях в Финляндии появились статьи про Димаша Кудайбергена, что, на мой взгляд, тоже очень лестно и правильно. Кстати, я вот в контакте с финским фан-клубом, и у меня есть информация о том, что 2 радиостанции в Финляндии уже заинтересовались Димашем, и сейчас финский фан-клуб добивается услышать его песни в местном эфире. Вот. Пока что ждут результат. Поэтому что американский фан-клуб, что финский фан-клуб делает огромную работу, и уже, получается, на радио американцы, финны могут слушать Димаша. Наши вот пока что радиостанции, да, почему-то, я вот не знаю, я стараюсь иногда включать, ни разу пока что не слышал, но там есть другие песни, не знаю, как... У них странный вкус. Не знаю, почему именно их выбирают диджеи и редакция вот этих вот радиостанций. Ну а вот ты сказал про финский фан-клуб, я бы им, кстати, тогда посоветовал связаться с латвийским фан-клубом, потому что как-никак, а как раз латвийскому фан-клубу уже удалось, и на их радиостанции уже звучит композиция, по-моему, 2 раза в день минимум «Любовь уставших лебедей». И, к слову, хочу сказать, что это не все еще заслуги и достижения латвийского фан-клуба, потому что с 24 мая 2020 года на планете Земля есть новый сорт рододендрона под названием Димаш Кудайберген. Фантастической красоты цветок, очень роскошный, потрясающий, и вот прям насладиться им так и хочется все время. Саш, а я могу тебе сказать, что это, наверное, очень хорошая новость для Светланы Айтбаевой, потому что этот, получается, цветок может оказаться на участке рядом с цветами Димаш и Дайдидао. По-моему, так же, да, называются уже цветы, которые уже успели подарить? Да. И все они действительно потрясающие. Поэтому
Работа фан-клубов идет на высшем уровне. Мне очень нравится, как происходит и сотрудничество, и обмен опытом. И раз уж мы заговорили, то нужно сказать и про книгу, которую вот совсем недавно должен был получить Димаш Кудайберген. Уже получил. Единственное, что вот сейчас, наверное, надо ждать какой-то реакции, потому что книгу, по моей информации, книгу уже доставили, и уже она где-то очень рядом. Ну что, тогда будем пристально следить за Инстаграм. Вот, вдруг какая-то информация просочится, и мы поймем по реакции, понравилась книга или нет. Я думаю, что, конечно, понравится книга. Это супер же книга. Единственное, что обидно, что не все могут сейчас ее почитать. Вот. Поэтому я думаю, что, наверное, надо будет спросить у... Ждать перевод? Да, спросить у Никиты, у автора, одного из авторов книги, планируют ли они опубликовать ее для всех. Также, Ваня, я помню, что ты на неделе сообщал потрясающую новость про то, что Димаша покажут по китайскому телевидению. У меня есть, кстати, обновление по этой великолепной новости, потому что все мы это выступление ждали уже. Сколько? Мы, получается, уже полгода ждали это выступление. И вот появилась информация о том, что снова перенесли. Нет. Но это тоже информация пока что не проверена. Вот я пока что изучаю этот вопрос. Но в любом случае, я думаю, что есть смысл включить, наверное, этот телеканал вот как раз назначенное время в 8:06, посмотреть, что там будет идти, потому что как-то странно. Как-то все странно. Ясно. Ну, в любом случае, главное, что не полностью отменили, да, а просто пока перенесли трансляцию. Так что также будем ждать. Также хочу еще поговорить про наш конкурс, который вышел. Конкурс «Самая прослушиваемая песня Димаша в мае месяце». Подробная передача об этом конкурсе вышла на нашем канале. Ссылочку мы также поставим, чтобы вы его посмотрели. И там произошла небольшая, скажем так, техническая ошибка. Благодаря моим несовершенным знаниям английского и казахского языка. Вот, поэтому мы сейчас исправим недоразумение, так как песня «Умы Талмаскун», «Незабываемый день», была на 10 месте. Ей мы прибавили недостающие баллы, и теперь она переместилась на 8 место. Соответственно, композиция «Знай», которая была на 8 месте, переместилась на 9, а финальную 10-ю строчку занимает композиция «We Are One». И сразу хочу ответить на комментарии. Многие почему-то начали возмущаться, удивляться, а зачем вообще этот рейтинг, зачем вы его устраиваете, все песни у Димаша прекрасные. Еще раз давайте уточним, что мы не спорим и сами восхищаемся всеми теми композициями, которые исполняет Димаш Кудайберген. Мы это сделали только исключительно из интереса и наблюдений, как же меняются вкусы наших зрителей, исходя от сезона, времени года. Потому что вот весной я слушал одни песни, летом совершенно другие песни. И очень интересно смотреть, как одна песня вырывается вперед, потом что-то меняется местами. И самое главное, это показывает именно живой интерес к каким-то композициям Димаша. И, возможно, в будущем руководство посмотрит, да, и прислушается к мнению зрителей, народа. И так или иначе, те песни, которые, например, сейчас их нет в концерте Димаша сольном, вдруг появятся. И это, опять-таки, будет благодаря вам, друзья, за то, что вы принимаете активное участие в этом голосовании. Саш, чье руководство? Руководство, которое занимается организацией концерта Димаша и подскажет. Да. Команда, если кто-то из команды Димаша посмотрит, то да. Тогда, может быть, и Карагымай появится, да? В концертной сетке. Потому что я считаю, что самая правильная позиция — это вот прислушиваться как раз к мнению зрителей. Потому что вот как бы появилась песня «Война и мир», если бы об этом не писали в каждом комментарии. Когда же Димаш исполнит песню «Война и мир»? Когда же он ее исполнит? И вот, благодаря вашим усилиям, эта песня теперь в его сольном концерте. Да, друзья. Саш, давай я предлагаю, наверное, нам... Сегодня же отличная погода. Да. Наверное, нам с тобой стоит наш эфир постепенно завершать, потому что еще у нас с тобой очень много работы. Нам же надо готовить выпуски на следующую неделю. Абсолютно с тобой согласен, поэтому спасибо, друзья, что были с нами в этом эфире. Хорошего вам настроения, всего доброго и до новых встреч. Всем пока. Bright and bright